Итак, давайте сегодня попробуем разобрать одну из самых популярных привычек – это курение. Сразу большая просьба курильщикам не разбегаться, а наоборот поучаствовать в обсуждении. Также интересно выслушать мнение тех, кто уже бросил курить или собирается бросить курить. Я думаю, для вас эта информация будет особо полезна. Главная задача – максимально детально разобрать эту привычку и прийти как-то к общему знаменателю. Первый вопрос, который сразу хотелось бы обсудить, он такой очень важный и дискуссионный, это то, что курение – это полноценная наркотическая, психологическая зависимость. Естественно, она не такая выраженная, как история с тяжелыми наркотиками, но логика абсолютно одинаковая. Здесь стоит сразу подчеркнуть такой интересный момент. По классике жанра большинство курильщиков принимают это на личный счет вот в сравнении с наркоманами, да. Особенно здесь активизируется вот этот, назовем его так, курящий чувачок, сидящий в нас, он начинает агрессивничать, уводить от сути. Здесь очень важно вот этот определять этот момент с эго курильщика и не вестись на вот эти уловки, а попробовать разобрать это адекватно. Если взять вот так вот более детально углубиться, главное отличие курения, вот истории с тяжелыми наркотиками, это, конечно же, соотношение физиологической и психологической зависимости. Для курения физиологическая зависимость там значительно меньше, соответственно, поэтому и легче бросить курить самостоятельно. Вот если взять там в процентном соотношении совсем грубо, это, я думаю, там около 10%, поэтому вот именно при бросании физическое отвыкание там занимает от 2 до 7 дней. А потом уже самое тяжелое — это, естественно, психологическая зависимость. Поэтому эту ветку можно сразу не разбирать дальше, там нарисовать такой знак тупик, а сразу перейти к психологической зависимости. И здесь сразу нужно понять, что главным виновником выступает на данный момент ваш ум, который заражен таким серьезным вирусом курения. Причем, что самое интересное, вы добровольно самостоятельно его установили путем регулярных повторений. Вот если взять, да, там, грубо говоря, подсчитать в день 20 повторений, в месяц это 600, там и плюс-минус за год, там 7000 повторений вы сделали, создали огромнейшее количество нейронных связей. Если взять там какую-то там тропинку, да, то в вашем случае это полноценная асфальтированная, бетонированная, там, не знаю, дорога. Вы самостоятельно заставили свой ум поверить в то, что принятие яда, да, там, курение огня, это действительно нужно вам. Он какое-то там время сопротивлялся, но, естественно, на какой-то там на 100-й раз он уже понял, нужно хозяину, что он может сделать. Его задача только выполнять то, что хочет хозяин. И теперь, вот что самое интересное, ваша задача перепрограммировать ваш ум в обратном направлении, если взять там, грубо говоря, против часовой стрелки. Естественно, для этого нужно не такое количество повторений, но тоже нужно понимать, что это не одноразовое какое-то озарение, а полноценная работа, там, я не знаю, у кого по длительности сколько занимает, там, пару недель до месяца. Вот именно поэтому в большинстве случаев вариант с бросанием там, с помощью силой воли не работает. Рано или поздно курильщик возвращается к этой привычке, так как ум всегда найдет какие-то там воспоминания, оправдания для того, чтобы возобновить эту привычку. Сразу же важно понимать, что на данный момент ваш ум не помощник, он всячески будет защищать вот эту привычку, которую он теперь считает важной, будет вам приводить аргументы какие-то, подкидывать мысли против того, чтобы бросать. Кстати, можно сразу использовать такое довольно интересное ухищрение, в кавычках его назовем, чтобы обойти вот эту защиту. Это то, что не обязательно бросать сразу же курить в процессе именно разбора этой привычки. Ну и первое, что можно сделать, это уже составить список плюсов, да, и минусов. Вот именно курение, записать их отдельно и максимально адекватно, спокойно разобрать каждый из пунктов. Например, берем там, да, крутость. Ну, естественно, это такой сразу самый легкий вариант, что нету здесь ничего крутого. Это какая-то там социальная зависимость, дань моде, которая искусственно создана. Дальше успокоение, да, то есть тоже, если начинаем разбирать вот этот момент, понимаем, что это самообман по сути. Ожидание там каждый час сигареты не приносит никакого успокоения, это наоборот постоянное нервозное состояние. Следующий пункт — это там поддержка, да, то есть это такой очень важный момент. Многие курильщики думают, как же без курения, это часть меня, это какой-то там ритуал и тому подобное. Но для этого достаточно вспомнить, до того, как вы начали курить, что вы спокойно справлялись без этого помощника, и абсолютно такая поддержка не нужна. Когда вы уже осознанно и трезво пройдетесь по каждому из пунктов, по итогу у вас абсолютно вообще не останется плюсов. И тогда уже уму не будет не за что цепляться, чтобы оправдывать эту привычку.
Естественно, для этого нужно приложить определенные усилия, периодичность, чтобы перепрошить свой мозг и вернуть его в состояние по умолчанию дефолтное. Поэтому, если вот такой формат вам понравился, информация показалась ценной, пишите в комментариях. Также, если кому-то интересно уже более детально обсудить, пишите в личные. Поделюсь своим мнением, как бывшим курильщиком, уже какие-то приемы, инструменты подскажу. И, кстати, если хотели бы увидеть разбор уже другой какой-то привычки, пишите. И, возможно, у вас свои наблюдения есть по этому вопросу, какие-то наработки, тоже делитесь.